Приветствую всех на своем канале Геймер из провинции. На этом канале вы можете увидеть распаковку моей коллекции, обзоры игр, в дальнейшем даже стрим. Записать цикл роликов я решил по заветам ретро-гопника АК Станислава Андреевича, который говорит: снимайте свои распаковки. И на самом деле на ютубе сейчас очень мало распаковок, поэтому я решил продемонстрировать свою коллекцию. Изюминка моих видео будет заключаться в том, что я вам буду показывать игры непосредственно по дате их выхода. Будет задумано несколько циклов видео, так что оставайтесь с нами. Итак, начнем. Первая игра, которая есть у меня в коллекции, которая выходила на PlayStation, это у нас MotorStorm 1. Как видите, в моей коллекции европейка. Насколько я знаю, русифицированной обложки нету. Но в этом издании есть перевод на русский язык. Как вы можете видеть, дата выхода игры 2007 год. Посмотрим, что есть внутри. Внутри у нас мануал. Как и следует, это еще двойная обложка. Двойная обложка. Посмотрим мануал. Мануал небольшой, не толстый. Для европейских изданий он черно-белый. В этом нет ничего удивительного. Есть скриншоты. Хочу сказать, что в этой игре представлено несколько видов автомобилей, такие как мотоциклы, байки четырехколесные, багги, раллийные автомобили, раллийные грузовики, джипы, какие-то у нас кастомы, грузовики непосредственно. Гонки здесь живописнейшие. Таких гонок ранее, мне кажется, на компьютер не делали. Ну, может быть, только Need for Speed. Это что-то с чем-то. Будет вставлен вам геймплей, непосредственно нарезка геймплея, где я постараюсь показать все аспекты игры. Всю ту красоту и ту мощь, которая данная игра предоставляет игроку. Жалко, что данная серия игр осталась эксклюзивом PlayStation 3. К сожалению, не переиздавалась на PlayStation 4, тем более на компьютер. И самое обидное, что разработчиков данной серии закрыли после неудачного запуска Drive Club. Следующая игра — это Ratchet & Clank Tools of Destruction. У меня переиздание, то есть, видите, это Essential, но игра является 52-й. Дата выхода 2012. Но это не дата выхода игры, это дата выхода непосредственно этого перепечатки. Но у меня в Essential с мануалом. На самом деле мануал в Essential клали не всегда. Здесь такая карточка GeForce. К сожалению, она мятая, как я и говорил, очень тяжело найти. И вот такой артбук. Точнее, буклет. Мануал. Выполнен на нескольких языках. Соответственно, черный-белый. Насколько я помню, должен быть русский язык. Как здесь написано? Шутер от третьего лица. Очень красочная
очень динамичные. Для детей самое то. Путешествуем по различным галактикам. Собираем детальки. И на эти детальки улучшаем свой корабль и оружие. Я вставлю вам геймплей. Попробую показать, опять же, самое интересное, что есть в этой игре. Самое красивое. Несколько слов по поводу Ratchet & Clank. Серия вышла задолго до PlayStation 3. Она стартовала с PlayStation 2, на которой выходило несколько тайтлов. В дальнейшем выходили переиздания первых частей на PlayStation 3 и уже последующие. Так как Ratchet & Clank относится к детским играм, очень тяжело найти экземпляр в хорошем качестве, в хорошем состоянии. И второй момент – это дорогая цена. И следующая у нас игра, которая есть в моей коллекции, и которая известна всем, кому только может быть, это игра Uncharted. Uncharted не издавался в русской обложке с русскими субтитрами на PlayStation 3. Только европейка или американка. Uncharted является новым Tomb Raider'ом, новым Индианом Джонсом. На данный момент времени первая часть, на самом деле, можно сказать, что устарела технически, то есть в нее тяжело играть. Но скажу сразу, что я Uncharted проходил непосредственно на третий PlayStation. Значит, диск выглядит так. 0,65. Очень толстый мануал. Так. Обложка двухсторонняя. Это рекламки, так как игра выходила на старте. Посмотрим, что выходило на старте. Нет, это, наверное, реклама просто что есть в интернете. Точнее, в PS Store, который у нас сейчас не работает в России. Угу. И перейдем к мануалу. Мануал красивый, но, как ожидается, черно-белый. Несколько языков, как заведено. Русский язык есть в мануале, на задней обложке, как вы видели, но в самой игре на PlayStation 3 русского языка нет. Игра интересная, динамичная. В ней загадки, перестрелки, но, как сказал раньше, первая часть немного устарела. Вставлю вам геймплей, пробую туда навтыкать все самое интересное, что было в игре. Конечно, если вставлять самое интересное, то геймплей Uncharted получится гораздо длиннее, чем сам ролик, но этого бы не хотелось. Переходим к следующей. Следующей игрой в моей коллекции по дате выхода является, как ни странно, «Пираты Карибского моря». Значит,
«Пираты Карибского моря» выходили, насколько мне известно, на всех платформах. На всех платформах. На Xbox, на компьютере. Дата выхода 2007 год. Игра по фильму, но, как говорят, сам не играл, но, как говорят другие люди, не настолько плоха, как могло бы быть. Обычно у нас по фильмам и по франшизам каким-то мультипликационным выходит полный шлак, но это более-менее плюс-минус играбельно. Хотя из-за того, что игра по фильму бюджет, скорее всего, был небольшой, очень кривая боевка сама по себе. И есть сложные моменты геймдизайна, которые разработчики не исправили патчами, не предусмотрели, из-за которых тяжело становится играть. Значит, издание у нас с мануалом. Выглядит красиво. Но, опять же... нет, посмотрите, есть какие цвета. Может быть, здесь будут цветные скриншоты. Правда. Скриншоты цветные. Насколько мне известно, европейских изданий игр с цветными мануалами не так много. Обычно цветной мануал выходил в Японии. И там мануалы гораздо толще и насыщеннее, чем наши. Геймплей также вставлю. Смотрите сами, оценивайте, как она вам. Переходим к следующей. И крайняя игра у нас сегодня. Это Heavenly Sword. Heavenly Sword также являлась в первой волне игр, выходивших для PlayStation 4. 3. Прошу прощения, заговорился. Как видите, у меня издание немецкого региона. Опять же, как для эксклюзивов PlayStation. Здесь имеется двойная обложка. И мануал, но не такой толстый. Здесь все по классике, так как это европейка, он черно-белый и полностью на немецком языке. Опять же, геймплей будет вставлен. Что по игре? Я лично не играл. Говорят, что игра короткая. Геймплей мне не настолько интересен, как может посмотреться, как выглядит героиня. Но есть некоторые кривости, но пройти ее можно. Ничто не остановит, если захотите. Тем более 6-7 часов это довольно быстро. Всех вас благодарю за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а лучше пишите комментарии. Высказывайте свое мнение по этим играм. Может быть, я что-то перепутал, может быть, я что-то не сказал. Буду рад, если вы добавите свои комментарии. Можно будет подискутировать. Подписывайтесь. Буду рад вас видеть на других платформах. Всего доброго, не болейте. Всем здравия.